Вы знаете, бытует мнение, что первая трофейка может быть дешевой, китайской, да и вообще нахрена платить больше, если едет оно так же. С тюнинга накуплю, буду ратата делать. В этом видео мы постараемся понять, может ли Китай быть настоящей трофейкой и стоит ли вообще переплачивать за бренд. Погнали! Начнем, как положено, с анбоксинга и посмотрим, что же внутри. Внутри у нас лежит сама модель, пульт, аккумулятор, зарядное устройство, инструкция и ключ для колес. Давайте заглянем в инструкцию. Ничего не понятно, все на китайско-английском, но все же кое-что полезное в ней есть. Это взрыв-схема модели с партномерами запчастей, которые вам очень понадобятся, чтобы заказать детальку после того, как ваш ребенок скажет: «Папа, смотри, как умею боком». Зарядка крайне унылая. Такой вы будете заряжать аккумулятор всю ночь. Простой и незамысловатый пульт. Газ есть, руль присутствует и даже настройка конечных точек в наличии. Питается от 4-пальчиковых батареек. Ну и собственно то, ради чего вы смотрите это видео. Сама модель. Производитель копировал один из самых популярных в мире квадроциклов – Polaris RZ. И поверьте мне, очень не зря. Получился действительно запоминающийся, брутальный внешний вид. Яркие светодиоды установлены на месте фар и задних фонарей. Кстати, достаточно яркие, так что даже в темное время суток вполне себе можно будет покатать. Сам кузов представляет из себя каркас, обшитый лексановыми панелями и прикрученный к массивной деке. Спереди у нас независимая с массивными рычагами. Притом достаточно длинноходная для модели 10 масштаба. Кстати, обратите внимание на крепление рычагов к кулакам, практически у самой оси, что дает дополнительный клиренс. Также достойна внимания система амортизации. Рычаг соединен с амортизатором подвижным элементом, так называемым рокером. При всей своей компактности работает достаточно неплохо. Сзади классика оффрода. Неразрезной мост на 4 тягах. Амортизаторы крепятся в центр нижних тяг, и при такой геометрии ходы действительно внушительны. Но давайте не забывать, что у нас техобзор. Прежде всего интересует коробка. Конечно, по факту это обычный понижающий редуктор, но у этой модели есть более дорогая версия уже с двухступкой. Как и ожидалось, шестерни пластик. Но зубья весьма крупные, так что вполне походят. Или нет. Спереди, так же как и сзади, разблокированный дифференциал с пластиковой главной парой. И знаете, даже несмотря на то, что все шестерни в этой модели пластиковые, на AliExpress вы легко можете найти эти запчасти в металле, но правда цена достаточно негуманна. А что там у нас по электронике, спросите вы? Отвечаю, просто классика китайской инженерной мысли. Регулятор оборотов совмещен с приемником, вроде даже влагозащищенный, как пишет производитель. Мотор 540 класса. Ну уже хоть что-то. Серво 5-проводная, и это откровенно хреново, потому что если она навернется, то просто так вы ее не купите в ближайшем модельном магазине. Если вы вдруг решили, что все достаточно хорошо, то я вас уверяю, остается просто дохренище но. Амортизаторы представляют из себя самые обычные направляющие с пружинами. Китайцы просто взяли два одинаковых размера корпуса, засунули в них свои маленькие член-штойки, что не дает задним амортизаторам работать в полный ход. Электроника откровенная помойка. Для попробовать хватит, но если что-то отрыгнет, вам придется менять вообще все. Отсутствие слипера как понятие тоже расстраивает. Стоит вам залезть в более-менее серьезную грязь, и все, трансмиссии конец. Плюс отвратительного качества крепеж. Пока разбирал, несколько раз пожалел, что вообще туда полез. Винты из китайской стали марки RIS-1 одноразовые, и мне очень повезло, что я ни одного не сорвал. Подводя итоги, могу сказать, что это действительно прикольная игрушка с закосом под взрослую модель. Но если вы хотите взять ее как трофейку, чтобы дальше из нее что-то построить, то подумайте еще раз, а лучше подкопите деньжат и купите более именитый бренд. Вливание в нее бабла эквивалентное 2, а то и 3 ее ценам ради того, чтобы она поехала, как по мне, абсолютно нецелесообразно. Но если вы хотите поураганить на грунтовке, немножечко попрыгать, или ребенок просит машин, как у взрослых дядек, вполне могу порекомендовать. Спасибо, что смотрели это видео. Удачи. Пока.